Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на очередной лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо! Сегодня я развею беспокойство многих о том, что умершие по какой-то причине все время говорят живым, чтобы они не торопились на тот свет. «Неужели там все так плохо, раз они не хотят, чтобы мы туда попали?» – спрашивают живущие и перегружают себя страхами и тревогами. Сейчас я все объясню и расскажу. Прочитав более 300 книг об исследовании паранормальных явлений, жизни после жизни и потустороннего мира, написанных за несколько тысячелетий, от самых древних до современных, а также неисчислимое количество статей и публикаций об этом же, я отметил, что умершие, освободившись от своих физических тел и отправившись на тот свет, почти единодушны в своем мнении о земном отрезке существования. Они все время доносят до живущих и твердят им, чтобы те не торопились на тот свет, как бы тяжело с эмоциональной точки зрения им ни было, а продолжали жить до самого конца. Вместе с тем, усопшие никогда не утверждают необходимости цепляться за жизнь любой ценой, ценой нестерпимых физических страданий, боли и мучений, что применительно к ранее сказанному нами в соответствующей лекции о, в кавычках, обязательных 100 годах жизни, весьма примечательно. Многие живущие, в свою очередь, повторяя раз за разом одну и ту же ошибку негативного восприятия любой входящей информации, получая такое послание о важности полноценной и деятельной жизни на Земле, начинают сомневаться, откуда берется столь ярко выраженное стремление задержать человека в физическом мире. Наверное, на том свете не так уж все и хорошо. Иначе бы мертвые, умерев и узнав, как там замечательно и прекрасно, разворачивали бы масштабную рекламную кампанию по переезду на ту сторону и звали бы всех живущих с собой. Мертвым вторят и неудавшиеся самоубийцы, побывавшие с кратким визитом на том свете, после чего напрочь отказывающиеся совершать новую попытку наложить на себя руки, вместо этого сосредотачиваясь на любви к жизни в плотном мире. Причина этой метаморфозы объясняется невежественными людьми также тем, что самоубийцы увидели на том свете ужас и кошмар, и поэтому больше не торопятся туда. И снова мы возвращаемся к тому, о чем уже неоднократно говорили. Чтобы понять истинный смысл послания мертвых, утверждающих ценность физической жизни и призывающих живых не разбрасываться ей, как ничего не стоящей безделушкой, необходимо очиститься от страхов, от категоричного восприятия, от плоского мышления, от низкой самооценки, от уверенности, что ты ничем не управляешь, являешься исключительно ведомым кем-то, заслуживаешь только самого худшего и никогда не получаешь ничего хорошего. Проницательные зрители и слушатели уже могли заметить, что тема разумного, трезвого и сбалансированного мышления вместо одноклеточного и категоричного проходит красной нитью и через все наше творчество, и через весь объем информации, получаемой из духовного мира в целом. Сентенции, разбирающиеся в данной лекции, не исключение. Необходимо подняться мышлением на уровень духа и взглянуть на предмет оттуда, моделируя развитие той или иной ситуации так, как будто вы являетесь ее непосредственным участником.
В этом случае ответ на вопрос, как это обычно и бывает, засияет ярким светом, высветит истину и не оставит никакого недопонимания. Мертвые, завершив земной отрезок существования и убедившись в том, что ничего не заканчивается с так называемой смертью, логично смотрят на все уже не с позиции бренного тела, как это делают большинство живых, но с точки зрения многомерных, вневременных и внепространственных существ. Эти существа уже понимают, что никто из родных и близких никогда не расстается, что дух и так, будучи воплощенным в физическом теле, никогда не покидает потустороннего мира, что хэппи-энд предусмотрен для каждого, кто открыт к нему. Исходя из этого, они прекрасно осознают, что земные проблемы, даже те, которые кажутся нам невероятно страшными, ужасными и непреодолимыми, включая смерть родных и любимых, на самом деле сущие пустяки, а в отказе от воплощения и досрочном уходе из него по поводу таких пустяков попросту нет никакого смысла. Они уже знают, что временное пребывание в материальном теле обосновано рядом целей и задач, стремлением духа к развитию и прогрессу. Наша жизнь в плотном мире – это суть игра, которую мы сами начали, осознавая ценность призов, которые эта игра дает каждому участнику, независимо от того, победил он в ней или нет. Следовательно, в отказе от этой добровольной игры, которой никто никогда никого не принуждал, в отказе от развивающего и прогрессирующего воплощения нет абсолютно никакого практического смысла. Разумеется, с высоты понимания развоплощенных духов, отказ от жизни или закапывание ее в землю из-за каких-либо трудностей, неприятностей и испытаний – это несусветная глупость и трагическая ошибка. Согласившись поиграть в футбол с компанией друзей, вы же не убегаете в истерике в первые 5 минут, получив гол в свои ворота. А когда ваш ребенок приходит из школы с жалобами на то, что его там напрягают учителя, булят одноклассники, а еда в столовке слишком дорогая и чересчур отвратительна, вы же не говорите ему: «Дорогой мой, конечно, уходи из школы и вперед, наслаждайся взрослой независимой жизнью». Нет, вы убеждаете его в том, что надо потерпеть, что скоро будет лучше, а ценность школы невероятно важна для его будущего, которое как раз и станет тем лучше, чем больше определенных знаний он получит. Задумайтесь, как вообще вы воспринимаете трудности детей и подростков, которые они полагают невероятными бедами, непреодолимыми препятствиями и концом света, с высоты своего места и своего взрослого опыта? «Ой, ерунда какая, мне бы твои проблемы. Все у тебя будет хорошо». Вот так вы их воспринимаете. Так почему, сталкиваясь с точно таким же разумным и естественным отношением со стороны мертвых, явно обладающих большим количеством опыта и знаний, вы начинаете исходить из самых худших предположений, что на том свете не так уж все и замечательно, а на самом деле плохо, и усопшие там только печалятся, страдают и тоскуют по земной жизни? Воистину, удивителен современный воплощенный человек, его всепоглощающая нелюбовь к себе, изобилие различных страхов и бесконечные негативные ожидания от будущего. И тем прекраснее истинное устройство мироздания, которое, несмотря на все старания человечества вогнать себя во мрак, печаль и депрессию, уверовать в то, что оно несчастно, одиноко и покинуто, все равно упорно предлагает ему руку помощи на пути к любви и свету, всемерную поддержку и устранение любых препятствий на этом пути. Все, что нужно для того, чтобы уверенно встать на этот прекрасный путь, очиститься от страхов и неуверенности в себе, всего лишь согласиться и протянуть свою руку навстречу. Так что, подводя итог по вопросу, который мы сегодня разбирали, я выражу абсолютное согласие с перешедшими на тот свет духами. Торопиться умирать не следует. Жить нужно до самого естественного конца,
радуясь, наслаждаясь и используя каждую возможность этой прекрасной и замечательной жизни. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.